Сегодня должен был продолжиться суд над политзаключенным Степаном Латыповым, но из-за плохого самочувствия подсудимого слушание перенесли на 2 августа. Дело в том, что плохо мужчине стало еще вчера утром. До начала заседания политзаключенный сказал, что у него было высокое давление в СИЗО и попросил о медицинской помощи. Однако ему было в этом отказано. И только спустя 1,5 часа, когда у Латыпова сильно закружилась голова и он уже не мог следить за процессом, ему вызвали скорую. Сейчас он проходит обследование. Это не первый случай, когда из-за нечеловеческих условий в СИЗО здоровье у политзаключенных начинает давать сбои. Известный случай, когда люди даже глотали металлические предметы, чтобы спасти себя от издевательств и пыток так называемых правоохранителей. Более того, в застенках сейчас находятся люди с очень тяжелыми заболеваниями. Их также отказываются госпитализировать и передавать им жизненно необходимые лекарства. Очередная братская услуга диктатору прилетела из Кремля. Еще одного белоруса, фигуранта дела о массовых беспорядках, намерены экстрадировать из России. Речь идет об антифашисте Андрее Казимирове, которому грозит до 8 лет лишения свободы. Зимой в квартирах его родных прошли обыски, а брата приговорили к 3 годам лишения свободы за угрозу применения насилия в отношении силовика. Самого Казимирова арестовали в феврале в российской столице после запроса белорусской стороны о его экстрадиции. С тех пор он находился в СИЗО. На днях мужчину выпустили из изолятора, но он тут же был задержан полицией. Обжалование о его выдаче в Беларусь должно состояться только 11 августа. Однако московские правозащитники опасаются, что Андрея могут выслать, не дожидаясь решения суда. Если это произойдет, то Казимиров фактически повторит судьбу своего земляка, бойца ММА Алексея Кудина, оказавшегося в такой же ситуации. Напомню, что неделю назад апелляционный суд оставил в силе решение об экстрадиции кикбоксера, которого в Беларуси обвиняют в нападении на сотрудника милиции. В тот же день Кудина самолетом вывезли в Минск, а спустя сутки в сети появилось покаянное видео, на котором спортсмен рассказал, что хорошо себя чувствует, раскаивается в содеянном и просил не пиариться на его имени. Маловероятно, что эта запись была сделана по доброй воле, ведь у спортсменов в Беларуси дети, а значит, режим мог давить на самое больное, чтобы заставить сказать на камеру все, что угодно. Как бы госпропаганда не пыталась доказать, что санкции – это пустой звук, реальность доказывает обратное. На днях стало известно, что попавший под европейские меры против пособников диктаторского режима олигарх Алексей Алексин меняет структуру собственности в своих компаниях. Бизнесмен, владеющий главным поставщиком контрабандного табака в Европу, гродненской фабрикой «Неман», еще с июня начал продавать свои активы. Принадлежавшие ему МТ-банк и Идея-банк перешли в собственность к ливанскому бизнесмену, а затем и семья Алексина стала избавляться от своих долей в европейском бизнесе. Так, в Латвии у жены и сына олигарха имелись доли в компаниях по производству биотоплива. Теперь бизнес полностью перешел во владение латышского нефтетрейдера. Судя по реестру юрлиц, на данный момент у представителей семьи Алексина нет ни одного европейского бизнеса. Отметим, что латышские компании приносили предпринимателю солидный доход, и обороты оценивались в десятки миллионов евро. Примечательно, что этот бизнес достался Алексину по наследству от другого опального олигарха, некогда кошелька Лукашенко, Юрия Чижа. Предприниматели, которые ранее были партнерами, разделили свои активы после того, как Чиж попал под санкции в 2012 году. С этого времени началась золотая пора Алексина, конец которой положил 4-й пакет санкций. Что ж, видимо, теперь главный спонсор нелегитимного не раз вспомнит фразу «дружба дружбой, а табачок врозь». Убыточные предприятия Беларуси нашли способ потратить и без того недостающие деньги. Речь идет про МТЗ и Минский моторный завод. Первым работникам предлагают 80 рублей в обмен на полный курс вакцинации от ковида. Во втором между 116 привитыми работниками разыгрывают 16,5 тысяч рублей. Согласно документу, создана даже специальная комиссия в лице директора и заместителя директора. Также каждому работнику, состоящему в государственном профсоюзе и прошедшему полный курс вакцинации, до сентября выдадут сертификат «Я привился от COVID-19» номиналом 20 рублей. Примечательно, что реализовать его можно только лишь на Минском моторном заводе. О подкупе сообщают также работники фабрики «Коммунарка». Там после полной вакцинации можно подавать заявление на выдачу поощрения в размере 100 рублей. Руководство просит быстрее всех прививаться, так как потом денег могут уже не дать. Хотя, судя по переменчивому настроению нелегитимного, денег могут не дать даже обещанных.
После опубликованного недавно блокбастера о готовящейся террористической атаке в Беларуси, заказчиком которой, по словам нелегитимного, является Германия, режим начал предпринимать ответные меры. По традиции, сделав хуже только белорусам. Сегодня стало известно о полном прекращении работы в нашей стране Института имени Гёте и Германской службы академических обменов. Данное решение было принято после соответствующего требования белорусских властей в Минске. Важно отметить, что институт работает в нашей стране с 1993 года, а служба академических обменов в Германии с 2003. Несколько десятилетий обе организации обеспечивают культурные и академические мосты между Германией, Европой и Беларусью. С их помощью уже целое поколение белорусских ученых, культурных деятелей и заинтересованных людей завязывали контакты с немецкими коллегами. Эта работа сблизила Германию и Беларусь в общественной и культурной сфере. В ответ на происходящее институт опубликовал заявление, в котором призвал режим выполнить законные требования протестного движения, а также подчеркнул, что Германия и Евросоюз продолжат поддерживать белорусский народ в его стремлении к уважению политических прав. С 1 сентября в белорусских школах начнутся новые реалии с линейками под присмотром силовиков, рамками на входе в учебные заведения и камерами, считывающими эмоции и передающими их прямиком в ближайший отдел. Все как в взрослой жизни граждан полицейского государства, где любое собрание больше 3 должно проходить строго в отведенном для этого загоне под надзором носителей погон. Основное нововведение коснется системы наблюдения. В школах намерены установить камеры с программой Кипот, разработанной компанией Синезис. Отметим, что эта фирма самой первой попала под европейские санкции из-за поддержки режима Лукашенко программным обеспечением, которым активно пользуются силовики. В частности, с помощью Кипот им удалось найти блогера Николая Дедка, после чего он был брутально задержан бойцами ГУБОПИК. Теперь же система, с помощью которой ловят так называемых экстремистов, проникнет во все школы страны. Видимо, паранойя нелегитимного дошла до такой стадии, когда он готов признавать террористами даже первоклашек в белых рубашках и красных галстуках. Отметим, что помимо камер в школах установят турникеты либо магнитные замки с удаленным доступом. Также традиционных вахтеров-пенсионеров намерены заменить КПП с милиционерами, а периметр учебных заведений усилить сотрудниками департамента охраны. Что ж, видимо, с 1 сентября стоит ожидать новостей о том, что в школах начали блокировать двери, чтобы не выпускать детей, пока те не согласятся вступить в БРСМ. И это все на сегодня. Не забывайте завтра подключиться к нашему традиционному субботнему эфиру с моим коллегой Дмитрием Семеновым. Я же прощаюсь с вами до понедельника. Хороших всем выходных и живи Беларусь!